Как сделать быстро, эффективно и дешево простой полив, к примеру, на обычный участок. Начнем отталкиваться от того, что у нас, к примеру, есть участок, там 3,6 соток, и нам нужно на нем установить капельный полив. Самый простой вариант — это поставить капельную ленту. Кто-то говорит, капельная лента — это очень дорого, потому что эта система всего лишь на 1 год. На самом деле, первое, качественная лента служит 1-2 года, а второй момент — лента — это всего лишь расходник. То есть и на следующий сезон, даже если у вас вышла из строя лента, вы покупаете другую ленту. Но при этом вся основная магистраль, краники, фитинги и все прочее остается далее. И вы можете 5 лет, 7 лет эксплуатировать это, меняя лишь ленту. А лента стоит обычно 10-20% от стоимости всей системы с учетом, к примеру, насосной станции и прочего. Поэтому начнем с самого начала. Система начинается прежде всего с грядок. Мы высчитываем, сколько у нас грядок, сколько у нас линий, и прокладываем капельную ленту. Капельную ленту выбираем в зависимости от того, первое, какая у нас вода, грязная, чистая, насколько она загрязнена. И второе, какая у нас длина участков, на которых идет капельная лента. То есть если длина участка там 10-20 метров, это одно дело. Если длина 20-50 метров, то это второй момент. И еще третий момент — это участок ровный или с наклоном. Следует понимать очень важный момент, что нам лучше делать участок, чтобы у нас лента шла сверху вниз. Я понимаю, что не всегда это удобно, иногда проще получается поставить трубу снизу и бросить, ну вот так получается. Вот у нас начало участка, где стоит колодец и все прочее, вот внизу оно находится. И лучше вот тут сделать магистральную трубу и пойти вверх, распределять туда системы. На самом деле лучше бросить трубу магистральную на верхний участок и оттуда пустить ленты. Тогда прежде всего у вас будет равномерная система полива. В чем нюанс? Если вы сделаете снизу вверх, пойдет у вас система, независимо какая у вас капельная лента, она может быть эмиттерная с компенсированными капельницами, все равно будут определенные проблемы в перепаде, из-за этого будет неравномерно разливаться. Если обычная капельная лента, которая есть везде всегда в доступе, то это будет следующая ситуация, что у вас внизу будет лужа, а вверху вода будет просто не доходить. Поэтому лучше сделать обвод, вывести магистральную трубу наверх, даже если это надо 10-100 метров провести, но она должна идти сверху вниз. Надо это понимать. Вот, это первый момент, от чего надо отталкиваться, то есть как у вас расположен участок. Бывает такое, что у вас участок идет сверху вниз, и даже когда вы бросите ленту, у вас может быть так, что внизу будут лужи. Но с этим легче бороться, то есть вы можете по длине капельной ленты дополнительно поставить проходной краник. И таким образом вы можете разбить участок. Ну, к примеру, у вас длинный участок, там 50 метров. И внизу у вас, вот вы поставили, у вас внизу там лужа. Тогда вы разбиваете участок напополам и ставите кран. И краном регулируете так, чтобы внизу было меньше воды. То есть не помогаете, еще раз разбиваете участок и ставите еще один промежуточный кран. Таким образом вы можете регулировать, чтобы у вас внизу было меньше воды. То есть с этим можно справиться. Если бы у вас было наоборот, то вы бы никак не справились. Поэтому первое правило: участок для капельного полива, и вода подаваться должна сверху вниз. Дальше по поводу выбора капельной ленты. Есть щелевая, есть эмиттерная. Про них можно более детально посмотреть по ссылочке. То есть щелевая — это когда у нас лабиринт находится в самой ленте, он щелевой. Эмиттерный — это когда впаянный эмиттер, где идет очень мелкий лабиринт. Вот, что надо понимать. Щелевая лента хорошо справляется с загрязнением. То есть за счет того, что лабиринт там довольно большой, сам проходное сечение, то есть он развернутый по ленте, не так загрязняется, если у вас вода имеет примеси. Потому что фильтра, мы до них дойдем, не всегда все захватывают. Большую часть, но что-то остается. У щелевой есть минус, это то, что плохо держит давление на больших участках. То есть если у вас там 20, 30, 50 метров, то 50 метров лучше ставить эмиттер. Эмиттер лучше держит давление, у них меньше лабиринт, и он лучше это выравнивает. Поэтому на коротких участках можно бросать щелевую ленту, на длинных лучше эмиттерную ленту. Следующий момент. Существует подключение. Подключение бывает двух типов. Это через краники
И это через стартер мы подключаем нерегулируемую систему капельной ленты. То есть у нас, как только мы включили магистраль, сразу в капельную ленту пошла вода. С краником мы выполняем две функции. Открываем, закрываем, что удобно. И второе, что тоже важно, мы можем регулировать подачу. Дело в том, что если у нас идет линия, и в линии у нас 20 рядов подключено, мы ставим краники, и мы получим следующий эффект, что если бы у нас было подключено на стартеры, то у нас было бы в первых рядах воды больше, в последних меньше. С помощью краников мы можем первые частично перекрыть на какой-то процент и отрегулировать, а в конце открыть максимально. В итоге мы регулируем так, чтобы у нас все было равномерно. То есть поэтому лучше использовать краники, несмотря на то, что они там чуть дороже, но в целом система будет намного регулируемой и намного эффективнее работать. Вот. А дальше у нас мы подключаем магистральную трубу. Магистральная труба чаще всего идет полиэтиленовая, ПЕ. Спрашивают, можно ли использовать полипропиленовую. Конечно, можно, просто тут чуть сложнее подключаться. То есть полипропиленовая, металлопластиковая, любые варианты для магистральной трубы подойдут. Просто полиэтиленовая труба, она дешевая, в нее легко засверлиться, подключиться. То есть вот, но у нее чуть-чуть не всегда эстетический вид. Поэтому часто делают с полипропилена, это красиво, это эффективно и это более долговечно, кстати. Следующий момент, что очень важно, надо понимать, какой диаметр трубы нам надо подобрать. Подбирается от количества капельной ленты, которая подключается. И уже подбирается по пропускной способности. К примеру, 25-я труба может пропустить при давлении 2,5 атмосферы до 4 кубов в час. 32-я, к примеру, до 7 кубов. Вот. Поэтому, если подключено где-то до 4 кубов расход капельной ленты, можно поставить 25-ю. Но для капельной ленты лучше размер больше. Если у нас подключается 4 куба расхода воды, лучше взять 32-ю. А если самотеком, то лучше еще взять на следующий размер больше. То есть брать 40-ю для 4 кубов. И даже вот это меня спрашивают по поводу... Есть у нас 2 метра водяной столб, нам надо полить 6 соток. Можно это или нельзя? Это можно сделать, полить 6 соток. Если нет возможности поднять выше бочку, да, то есть можно полить и 6 соток. Вопрос в том, что нам надо подключить тогда трубу как минимум 40 диаметра. За счет большого пропускного сечения, даже небольшим давлением мы можем спокойно поливать большие участки. Поэтому вот это тоже важно понимать, что диаметр трубы подбирается в зависимости от количества, сколько мы подключили капельной ленты. А в чем нюанс? То есть как посчитать? К примеру, капельная лента у нас идет 10 линий по 20 метров. Шаг возьмем 20 сантиметров. Водовых от капельной ленты одной капельницы 1 литр. То есть у нас на 1 метр 5 капельниц, это 5 литров. 20 метров у нас 100 литров. То есть умножаем на 10, вот у нас 1 куб. Участок, где есть 20 метров на 10 линий, а 10 линий это 4 метра ширины. То есть 20 на 4, вот вам 0,8 соток. Грубо говоря, 1 сотка потребует 1 куб воды. Поэтому, если у вас 4 сотки, вам надо 4 куба пропускная способность. И, как мы уже говорили, это надо 25-я. Это минимум. А вообще 32-ю мы берем на следующий ряд, 32-ю трубу. А для самотека нам вообще надо взять 40-ю трубу. Вот. И тогда у нас 2-кубовая бочка размером, вы же поняли, что у нас 4 или 6 кубов расход воды, то у нас бочка должна быть, чтобы если она работает полчаса, то она как минимум, если 6 соток, она должна быть 3 куба. 3 куба расход воды за полчаса через 40-ю трубу у нас будет уходить. И мы будем поливать эти все 6 соток. При этом помним, что бочка должна быть наверху. Но мы чуть-чуть отвлеклись от магистрали. Дальше, получается, у нас идут соединения, переходники, муфты. Есть интересный момент. В систему можно подключить подачу удобрения. Это непосредственно эжектор или инжектор. Встречается название как инжектор, встречается как эжектор. То есть мы называем его инжектор Вентури. В чем его фишка? Что при прохождении потока через него создается вот тут вакуум и начинает подсасываться удобрение. Вот. Поэтому, подключив параллельно в систему инжектор Вентури, можно подавать удобрения. Так, система смонтирована так, что сразу насоса идет на фертигатор
Сейчас 3 атмосферы на форсунке 2,5. Перекрываем полностью кран. В этой трубочке стоит вода. В вентуре поток идет весь полностью. Саса не происходит. Вообще никакого. Перепад давления сейчас насос давит. Три один. Здесь на выходе больше, чем 1 атмосфера. Перепад Саса не происходит. Его рекомендуется ставить сразу после насоса. И есть два момента, которые надо учитывать при работе инжектора. Первый. Он не будет работать у вас на самотеке, потому что нормальные инжекторы простые, чтобы они нормально запускались и работали, надо перепад практически в 2 атмосферы. То есть на насосе должно быть где-то 3,5-4 атмосферы, а в системе где-то 1,5-1. Тогда он нормально начинает работать. Это первый момент. Второй, то есть инжектор всегда должен быть на размер меньше, чем магистральная труба. То есть если у нас магистральная идет дюймовая, нам надо взять инжектор 3/4. Если дюйм с четвертью, 32 труба, то вот дюймовый можно запускать. Первый момент. Должен быть мощный насос, чтобы он мог дать хорошее давление, то есть 4,5-4 атмосферы, чтобы инжектор мог нормально запуститься. То есть бывает и на 1 атмосфере идет перепад, и он начинает работать. Но это итальянский, есть там более качественные, дорогие, они более чувствительные к этому всему. Они хорошо запускаются и на небольших перепадах в 1 атмосферу между насосом и системой давления. И естественно на самотеке инжекторы не работают. То есть им нужен хороший поток, им нужен перепад давления. В таких случаях они будут работать. Перед инжектором, естественно, у нас идет фильтр. Фильтр может быть сетчатый, дисковый. Про них более детально смотрите по ссылочке. Вот. И дальше, опять же, у нас идет или насос, или бочка. В системе, если у нас стоит бочка, то все понятно, как бы. Она приподнята, к примеру, на 2 метра. Мы берем больший диаметр трубы, чтобы у нас был нормальный проход, даже самотеком, и тогда у нас система работает. Если же у нас насос стоит, то если у нас капельная лента, то капельная лента, она нормально работает на давлении до 1 атмосферы. То есть 0,3-0,6 это нормальное для нее давление, в которое вот она дает свои показатели, там 1 литр или прочее. Насос дает от 1,5 до 2,5, а некоторых 4,5. Вот. А если у нас инжектор еще стоит, или эжектор, кому как нравится, то нам нужно понижать давление. Для этого существует редуктор давления. Есть регулируемые редукторы давления, есть простые редукторы давления, которые рассчитаны на определенную подачу. То есть 0,7-1 атмосферу, поставив такой редуктор, у нас капельная лента не будет рваться на выходе. Вот так строится система. То есть сначала идет от капельной ленты, мы формируем, какое у нас количество капельной ленты, от нее мы просчитываем, какой у нас водовыход, дальше мы считаем, какая у нас диаметр трубы, потом нужны ли нам краники, стартеры. Если у нас есть давление, то мы можем поставить инжектор, чтобы подавать давление в систему. И дальше у нас идет фильтр и потом насос. Часто спрашивали, где ставить фильтр перед насосом или после насоса. Рекомендую ставить фильтр после насоса, потому что если у вас фильтр забьется перед насосом, а фильтры периодически забиваются, это чувствуется по подаче. И, кстати, для того, чтобы проверять давление на фильтре, то есть подачу, есть 2 таких резьбы. В них вкручивается манометр, просверливается отверстие. Мы меряем давление на входе и давление на выходе. Это делается для того, чтобы определить, насос у нас забит или нет. Не все это ставят, но в целом, то есть, что бывает? Перед насосом поставили фильтр, он забился, и насос начинает работать в холостую, без воды. В итоге 1-2 работы, и он сгорел. Но это крайняя степень. А другая степень, насос постоянно работает в натяжку, потому что ему не хватает воды. То есть он все время, то есть вот он работает, создал давление. Вот, выключился. Вы включили, используете воду,
и он постоянно работает в натях, то есть ему тяжело работать, потому что ему не хватает давления из-за того, что забит фильтр. Поэтому, когда вы поставили фильтр после, вы включили краник, у вас не бежит вода, у вас не включается насос, то сразу возникает вопрос, а что такое? А у нас забит фильтр. Идете к фильтру, открываете, чистите его, и сразу начинает все работать. Вот такие краткие советы, как сделать систему. Более подробно можете по всем комплектующим перейти на наш сайт, более подробно посмотреть, выбрать. А с вами был Александр, Экотеплица. Живите в гармонии с природой и в ритме прогресса. И до новых встреч!